Ребят, привет! Самая, в общем, животрепещущая тема, как оказалось, это стоимость на пересадку волос. И я вам немного расскажу об истории, как я вообще изучал стоимости. Ну, это касается второй пересадки, потому что из предыдущих видео вы уже поняли, что у меня было две пересадки. После первой пересадки у меня остался шрам. Это была фуд-технология. И это было очень дорого, это было около 3 или 4 тысяч долларов, там считали за графты, прогресс движется, и, собственно, сейчас многие клиники предлагают, многие современные клиники предлагают стоимость независимости от графтов, которые у вас берется, скажем так, вы, наверное, платите просто за время, то есть вам отводится один день, и за этот день проходит две операции. Одна операция по извлечению из донорской части головы, и вторая операция — это именно вживление вот этих вот извлеченных волос в вашу, собственно, вот вашу зону, которая нуждается в волосах. Вот. И за вот эти вот, за вот эту свою работу, за временной, наверное, интервал скорее, они, собственно, и берут с вас определенное вознаграждение, точнее дают свои цены. И вот, когда я начал изучать этот вопрос, я сам, как вы, может быть, тоже помните из других видео, я жил в городе Минске, Беларуси, я начал изучать, исходя из ситуации закрытия за границ, куда можно вообще съездить, что можно сделать по этому вопросу. То есть изначально я, конечно, нашел предложения турецкие, их было много, но из Минска билеты стоят, я не знаю, что-то слишком дорого, и вообще у меня есть определенные дела и в России, и в Украине, и я подумал, что, может быть, это можно сделать именно там. Когда я начал изучать, я нашел кучу сайтов, которые предлагают как бы вариации по разным странам. Короче, я понял, что это просто агенты, которые, собственно, они никакого отношения не имеют, собственно, к этим клиникам, кроме того, что перепродают их услуги. Причем как-то перепродают странновато, потому что если, например, в Турции разброс цен, наверное, от 1000 долларов и до, наверное, 2500 до 3000 евро, то у них цены начинаются все в 2 или в 3 раза дороже. Я связывался с такими агентами, как легко определить, агент это или не агент? Во-первых, у них нет достаточной информации, они не очень разбираются в теме. То есть, и когда ты у них спрашиваешь какие-то конкретные вопросы, как лысый человек, и уж тем более, если ты спрашиваешь как опытный человек, который уже пересаживал волосы, они не знают, как на них ответить, и, соответственно, они делают эти запросы в клинике и ждут ответы. Это заметно, и это длится иногда очень долго. То есть, мне некоторые вот такие вот агенты до сих пор отвечают, хотя уже прошло больше месяца или даже 2 месяцев. То есть, отношение к вам как к клиенту такое себе. Есть некоторые агенты, которые, вот меня они прям названивали, это вот что касается Украины, там был тоже сайт, не помню как называется, он прям по поисковикам очень сильно выдается, мне во всяком случае выдавался, и там различные клиники и Украины, и Турции, и еще каких-то стран, не помню уже точно, в принципе это не важно. Я оставил там заявку, и на эту заявку там тоже что-то долго не отвечали, несколько дней. Я, наверное, человек такой быстрый, импульсивный, мне нужна быстрая информация, поэтому вот вы, когда мне пишете, вы заметили, я вам, если я не занят, я вам сразу быстро отвечаю, потому что, я сам по себе человек такой, у меня есть запрос, мне нужен ответ. Там отвечали быстрее, чем первый вариант, но тоже это длилось какое-то время. Видно было, что человек тоже, вроде бы он этим давно занимается, но многие нюансы он все-таки не знает, видимо, просто элементарно, потому что он не лысый, и он эту пересадку не делал. И он что-то слышал, но не владеет, скажем так, детальной информацией.
Вот. И он, скажем так, более такой меня добивал, то есть он мне прям звонил даже с украинского номера, с российского номера, прям на мой телефон, чтобы я вот дальше продолжал с ним работать. Ну, как бы это уже было поздно, потому что я за этот промежуток времени сам быстрее нашел информацию, меня интересующую, ну и, собственно, моя экспертность, мне кажется, больше, чем его, потому что, ну, у меня уже была первая пересадка, и я, как лысый человек, сам понимаю, что мне нужно спросить, и все эти ответы я сам получил. Но что меня поразило и понравилось в этом человеке, что он мне, может быть, это, кстати, был и другой сервис, ну, неважно, кто-то из них мне так и сказал, что выбирая между там Украиной, Россией и Турцией, лучше, конечно, или там Казахстаном, или еще какими-то другими странами, лучше выбирать, конечно, Турцию. Почему? Потому что там этим занимаются уже многие-многие годы, и у них большой опыт. А опыт это, кстати, для пересадки, ну, мне кажется, один из основных нюансов и моментов, которые нужно обращать внимание и выбирать, на основании чего. Почему? Вот сами посудите, если у врача одна операция в месяц или у него в день, каждый день операции, то есть у него в месяц 30 операций или одна операция, в год 12 или там, я не знаю, 300 операций, соответственно, у них рука уже наметана, у них уже все организовано, супер организовано, то есть, знаете, это как пирожки, горячие пирожки, да. И на вот это нужно обращать внимание. Я еще, конечно, сейчас переступлю немножко на другую тему, пока я не забыл. Единственное, что вот еще по профессионализму этих клиник нужно обращать внимание. То есть первое, это нужно профессионализм, и вот тоже некоторые моменты, которые я перечислял в предыдущем видео, это было сколько клиника на рынке, какими она еще услугами занимается и что она еще предоставляет, насколько фокус ее именно на трансплантации, сколько лет она занимается этим, с какие методики она до этого пробовала, потому что это тоже очень важно. Если она знала другие методики и знала их минусы, то это очень хорошо и отразится на трансплантации, вот даже по последней методике. Это очень важно на самом деле. Вот, то есть нужно, конечно, смотреть на все эти моменты и на техничность, насколько они правильно все делают. Но есть нюанс, который я вот тоже в каждое видео вам пытаюсь донести. Очень важно, чтобы вам сделали правильный дизайн вашей пересадки волос. Это очень важно, но на это немногие обращают внимание, и вам с этим реально нужно жить. Я, опять-таки, из-за того, что я достаточно опытный человек в этом и интересующийся, я делюсь каждым моим видео, потому каждое мое видео это полезная информация, это не просто там погонять воздух, это то, что я пытаюсь вам донести, чтобы вы сами поняли, насколько это все важно, потому что вы увидели там, я хочу пересадку, я поехал сделать пересадку, вам технически сделают все правильно, но дизайн никто за вас не будет придумать и делать. Вы уникальный человек, у вас уникальная голова и волосы, и линия роста волос и все остальное, поэтому очень важно, чтобы вы не были похожи на всех остальных турков или там людей со всего света, как у всем одинаково пересадят по линии роста волос. Очень важно, чтобы вы нашли свое как бы индивидуальный дизайн. Конечно, сама клиника этим заниматься не будет. Это, во всяком случае, клиники точно дешевые, 100%. Дешевые клиники хоть бы уже свою техническую задачу выполнили более или менее, хотя это вот тоже остается под вопросом. Среднего звена клиники, у них тоже, они продают просто свою техничность, то есть то, что они делают правильно, именно технику и именно пересадку волос. Никто за вашим дизайном следить особо не будет. Дорогие клиники, с этим я тоже не уверен, если у них такой, потому что вот реально в супердорогих клиниках я не был, я не знаю, но может быть как раз таки в этом и есть смысл обращаться в дорогие клиники, где стоимость там от 4-5 тысяч евро. Может быть, вот именно там профессионалы, они еще делают именно дизайн. Да, я знаю, в некоторых рекламах вы можете увидеть, там, мы там профессиональные и смотрим дизайн.
элементарно это легко проверить. Вы просите дизайн тех голов, которые уже сделаны, и сравниваете. В клиниках, дорогих клиниках, скорее всего, вот именно учитывают эти моменты и делают, чтобы это было все супер естественно. Может быть, в этом и есть смысл, что не переплачивать дважды или трижды по дешевой цене, а лучше сразу сделать по хорошей цене. Но у каждого свой бюджет, поэтому, в принципе, мой совет вам, дешевые клиники отметайте. Не может дешевая клиника делать хорошие операции, но это логично. То есть, если у них дешевые цены, значит, у них нет клиентов. Если у них нет клиентов, почему? У них, возможно, малый опыт, они, может быть, отделились от какой-то клиники, может быть, не знаю, там, медбратья решили, что они могут сами быть докторами и делать эти пересадки. Причин может быть целая куча. Может быть, это компания, которая, там, я не знаю, облажалась на вас отзывами и открыли новую компанию, им нужно как-то новых клиентов заполучить, и один из способов это, конечно, снижение цены. Поэтому на дешевой клинике будьте аккуратны, если вы вот как бы связываете с каким-то дешманом. Смотрите, потому что это ваша голова, и вам с ней жить. И то, что вам сделают там, ну, могут, конечно, накосячить. Я не думаю, что вы поедете там куда-то в Турцию суды судить или что-то в этом роде. Среднего качества тоже очень нужно скрупулезно выбирать, потому что, ну, есть моменты, я вот серьезно, из, наверное, 10 клиник или 15 клиник, которые я рассматривал, очень много различных нюансов. В одной клинике в одно, другой второе, третье. И, конечно, это понадобится какое-то время, чтобы это все досконально изучить, потому что это и отзывы, это и реальные, там, я не знаю, документы этой компании, история этой компании, ну, много всего. И, конечно, нужно реально смотреть то, что они сделали. И сделали, знаете, есть показательная голова, когда могут сделать кому-то, ну, для рекламы, что прям идеально, ну, а для вас будет уже просто, как, знаете, это как пирожки продавать, можно сделать очень красивый пирожок, чтобы его сфотографировать, а можно, ну, на улице продаются же не такие пирожки, там уже продать, продать, точно так же и с головой и пересадкой волос, поэтому это очень важно. Поэтому моя рекомендация: дешевые отметайте сразу, среднего качества нужно изучать. Опять-таки, если хотите, пишите мне, я вам поделюсь со своими наработками, то, что я уже нашел. Дорогие клиники, мне кажется, это хороший вариант, потому что все-таки, ну, 100% кто-то будет просить, там, я не знаю, то есть завышенную стоимость, там, за какое-то сусальное золото и вот просто, там, не знаю, красивый дизайн или красивая кушетка, на которой вы будете лежать. Может быть, но может быть все-таки еще и очень квалифицированные врачи, именно дизайнеры. У них есть дизайнер, который сделает правильный дизайн ваших волос. Но, опять-таки, если вы смотрите все мои видео, мне кажется, и среднее вот middle level клиник, вы можете смело обращаться, которые, главное, правильно делают все технично. Главное с ними правильно разговаривать и доносить то, что вы хотите. Ну и опять-таки в некоторых клиниках, в принципе во многих, практически во всех клиниках, от средних до дорогих есть гарантия. Гарантия на то, что если вам что-то накосячили, за их счет они вам все это переделают. Ну, конечно, опять-таки, если у вас будет откуда еще трансплантировать другие волосы, потому что вы понимаете, вас берут, ниоткуда ничего не берется. Если вас с одной части взяли, в другую пересадили, то, соответственно, их, может быть, уже неоткуда трансплантировать, вам будет пересаживать то есть отсюда, ну, может, или до того момента, пока не научатся выращивать волосы. Надеюсь, вам было это полезно. Пишите то, что вы об этом думаете в комментариях. Будьте аккуратны со своей головой, со своими волосами, потому что, да, я понимаю, у вас, возможно, есть мечта, но как бы из-за вот этой мечты не накосячить и не сделать хуже. Поэтому лучше лишний раз напишите мне. Я специально пишу Telegram, то есть вот для каких-то важных вопросов, рекомендаций напишите мне лучше. То есть, ну, не стесняйтесь, ничего такого там нет. Я сам это прошел. Если бы мне кто-то был человек, который мог бы мне реально все это объяснить, показать и рассказать и посоветовать, я был бы ему очень благодарен. Я сам в этом всем еще. Видите, каждый день у меня вот они отрастают. Я
еще все свежие впечатления, я опять-таки дальше продолжаю изучать эту тему, потому что, ну, она на самом деле интересна, потому что я планирую еще там делать, пересаживать, досаживать. Вот, поэтому не стесняйтесь, пишите. Ну и спасибо за ваши комментарии, за ваши подписки. Жмите на колокольчик, чтобы получать новые видео и не пропускать, потому что, может быть, это именно последнее видео, может быть, будет самым важным для вас, кто знает. В общем, на сегодня все. Хорошего вам дня, недели и пока.